чем тебе помогли мы, если была эта помощь оказана? Я любил быть на сцене, любил быть под софитами. А у меня нет времени, а я занят. Просто случайно я попал в ракурс. Я терпеть не мог фотографировать, снимать что-то на свою камеру там и так далее. Я рос как фэшн-фотограф здесь, если что. Каждый день, с утра до вечера, с утра до ночи. Ты сейчас учишься в Найфе. На тебя могут так же наехать, несмотря на то, что тебе каких-то 16 лет. Я слышал, что он тебе дал немножко скидочку. У него есть имя в киноиндустрии именно Америки. Не каждый может там находиться. Конечно, не понимают, куда они приехали. Все по тетрадке. Ну что, всем привет, дорогие друзья. Вы все присутствуете нас на Ракурс подкаст. Мы решили назваться так. Да, вон моя крупная, вон твоя крупная. Это общее. Здесь мы будем, я думаю, разговаривать о том, что как наши ученики вообще, в принципе, развиваются, куда они приходят и вообще куда они идут. Почему я решил взять тебя первого как кейс? Потому что ты один из первых, кто уехал в Найф, правильно, да? Найф. Ты учишься в Найфе, и мне понравился последний наш с тобой диалог. Я сказал, все, на этом мы должны родить наш подкаст. Мы хотя с тобой до этого уже писали, помнишь? Мы писали это давно было. Но он не вышел что-то. Да. Мы его там смонтировали, нас вышло 40 минут, мы что-то слушали, подумали, этот подкаст будет ждать своего выхода. Ну, то есть ему нужно просто время, когда... Ну ничего, я стану популярным, и потом этот подкаст еще вы увидите. Хорошо. Ну, один из первых вопросов, который бы хотел тебе задать. Сначала скажи ребятам, где ты учишься и на кого ты учишься. Всем привет, ребята. Меня зовут Азамат. Я учусь в Нью-Йоркской фильм-академии, бакалавриат по классу продюсирования в Лос-Анджелесе. Вот. Прикольно. Как ты туда вообще попал и почему ты выбрал именно этот вуз, в который ты пришел? Мне кажется, многие знают Нью-Йоркскую фильм-академию, то, что это прям специализированный университет, который полностью посвящен киноиндустрии, искусству и так далее. То есть это не просто университет, в котором есть, допустим, факультет кинематографии и так далее, а это прям целый университет. Ну и по рекомендациям очень хороший университет. Туда давали очень многие знаменитости своих детей учиться, там типа, не помню уже кто, но очень многие классные такие. То есть кейс того, что там кто-то из крутых детей учились, тебя сподвигнул. Да, там могут быть сейчас тоже ребенок какого-то Стивена Спилберга может учиться, я просто не знаю его. Прикольно. Но отсюда следует следующий такой вопрос. Если я не ошибаюсь, ты к Ракурс фильм пришел как актер. Потом ты перебазировался в оператора и потом ушел в продюсера. Вот немножечко об этом вкратце, что бы ты мог сказать? Почему ты решил переметнуться, допустим, не за камерой стоять, а именно перед камерой, назовем так? Вообще, с детства я всегда рос таким творческим ребенком. Я любил быть на сцене, любил быть под софитами, под светом. В принципе, как и сейчас. Просто не в таком большом количестве, как в прошлом. Я очень обожал актерское мастерство, выступать на сцене, петь, танцевать и так далее. Но потом просто случайно я попал в ракурс. У меня сестра Сауле, она тут ходила на режиссуру. Да, кстати, это очень крутая сейчас у нас монтажер, продюсер, режиссер. Ты видел ее последние работы? Да. Она сейчас взрывает. Она ходила сюда на продюсирование, на режиссуру. И она пошла на пробный урок Амир Али, привезла с собой Амир Али, сказала тоже мне, пошли со мной сходим. Она что-то у меня дома была. И мы съездили, и мне прям так понравилось, вайб просто классный, Саша прям классный. Я видел несколько раз Сашу, когда я еще был актером, и это был такой дядька, такой прям... Злой. Да, я очень боялся Сашу, честно, когда я был актером, но когда я пришел уже в ракурс, это... оказался очень добрым, очень каким классным человеком, наставником, который прям помогает советами и в жизни, и в работе, и который открыл такой большие двери, распахнул перед моими глазами в киноиндустрию. Да, примерно так вот. Реально, мое путешествие в эту киноиндустрию, вообще в эту индустрию в мире открыл Ракурс фильм. Прекрасно. Как я понимаю, ты же у нас все-таки, мы старались учить тебя на оператора. Да. Но ты в моменте почему-то, назовем так, перебазировался в продюсеры. Почему?
Ну, я хоть мне и нравилось таскать оборудование, выставлять свет, работать со всем этим, я терпеть не мог фотографировать, снимать что-то на свою камеру там и так далее. Помню, у меня были истерики, когда я фоткал эти гипсовые головы, у меня там не получалось, я хотел все нафиг выбросить и уйти, но вот. Но со временем я все-таки понял то, что я хочу работать в киноиндустрии, но я еще не понимал, где. Поэтому я попал магическим способом на телек. Я проработал на телеке где-то год, наверное, даже меньше, возможно, на нескольких проектах. И тогда я увидел работу продюсеров, и я подумал то, что я вот хочу быть продюсером. Ну, типа, это работа с деньгами, это бизнес, но в сфере кино. Ну, вообще в творческой сфере. Вот. Понятно. Отсюда, да, следующий такой вопрос. То есть ты отработал в этих всех сферах, и ты поступаешь в заграничный вуз. Туда как бы многим тяжело туда поступить. Что ты сделал для того, чтобы туда поступить? Да, первый вопрос. И отсюда сразу можешь ответить на второй вопрос. То есть что ты сделал для того, чтобы поступить в данный вуз, и чем тебе помогли мы, если была эта помощь оказана? Ну, давай отвечу на первый вопрос. Чем мне как я поступил? Да, сначала. Самый главный, вот ты даже сказал то, что не легко поступать. На самом деле это так, нелегко поступать, потому что сборы всех документов, подготовка ко всем экзаменам, это требует очень большого времени, ресурсов, энергии и, собственно, денег. И вот самый главный, пожалуйста, те, кто готовитесь поступать за границу, готовьтесь заранее. Вообще куда-либо поступать, готовьтесь заранее. Если вы собираетесь за границу, тем более, это нужно уже готовиться в классе 9, потому что чтобы поступать за границу, тебе нужен IELTS, SAT и все эти вот экзамены, которые, во-первых, требуют большой подготовки и которые, в принципе, не так уж и с одной стороны, не так уж и сложно сдать, но не так уж и легко. И то есть люди, многие мои, допустим, сверстники, одноклассники, вот IELTS и дорабатывал портфолио. То есть я работал на проектах и параллельно готовился к английскому. И то есть в 10 классе, под конец 10 класса я уже сдал IELTS, у меня был такой не очень балл, так что я еще 2-3 месяца подготовился и сдал второй раз. И вот то, что у меня было много времени, достаточно времени, это мне помогло, чтобы пересдать. Допустим, бывают же разные случаи. Допустим, вдруг ты не переволновался. у тебя нехороший балл, и тебе нужно будет пересдавать еще раз, а у тебя вот уже не тайминг, а дедлайны горят в университеты. То есть ты сидишь такой, а что мне делать, куда и так далее. Так что, пожалуйста, готовьтесь заранее. Вот, получается, в 10 классе у меня уже готовы были все документы. Мы еще с мамой параллельно анализировали все университеты, ходили на выставки, которые очень часто проводятся у нас, кстати. И просто анализировали, какие университеты по бюджету, куда мы подходим, какие документы нужно сдавать, какие экзамены нужно сдавать, какой нужен GPA, там, оценки и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, какая страна, какая экономика там, и так далее. Это мы уже с родителями анализировали. И вот так вот в 11 классе я подал на Early Admission, это ранняя подача документов. Я подал в октябре. Мои документы уже были во всех университетах. Я подавал, если я не ошибаюсь, в 7 университетов мира. Я поступил в 6. Один меня реджектнул. Там это UC, University of Southern California, находится в Лос-Анджелесе. Они меня реджектнули, потому что посчитали меня неплатежеспособным студентом. Потому что у них tuition выходит около $90 тысяч в год. Потому что ты должен платить с обучением, проживанием, питанием и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас... Нет, 90 тысяч... 90 тысяч долларов в год. Это ладно, да. Это... Но это с нашими зарплатами, это просто какая-то недосягаемая сумма, честно, Тем более это не по счетам, потому что ты, когда подаешь за границу, ты пишешь все. Какая зарплата твоих родителей, сколько у вас детей, где работают, где учились родители, там 5-10, где... там, короче, ты прописываешь тупо все свое родители, где они работали, где учились, там, и так далее, и так далее, и так далее. И это все считается, там, анализируется и смотрится. А у тебя вопрос, там именно только заграничных ребят так считает или местных тоже? В принципе, есть...
Все-таки местным, то есть, допустим, американцам, некоторые университеты есть... Ну, все равно цена отличается. Что учиться international студенту, интернациональному студенту или своему студенту, типа. А вот этот кейс касательно родителей, кейс денег тоже местным тоже считают? Насчет этого, честно, я не знаю. Ну, вроде бы все. Ну, типа, ты когда подаешь документы, ты подаешь... Все подают одинаковые документы. Просто там иногда бывают разности в оплате в этом. Хорошо, здесь понятно. То есть, чтобы поступить за границу, ты сделал очень много усилий касательно английского языка и подготовки помимо творческого экзамена. Теперь вопрос кейса, когда ты сказал... ну, то есть понятно уже, Ну все, да. мы поняли того, что чтобы поступить, куда нужно и как делать. Теперь касательно Заранее второго. жертвуйте своей молодостью, меньше гулянок и готовьтесь лучше к поступлению. Ну, это да, но к этому я клоню. Тут стоит второй вопрос, когда ты говоришь, что ты набрал портфолио. Что называется, в твоем понимании, портфолио и что ты для этого делал? То есть тут можно сказать, что ты сочетал несколько дел сразу. Да. То есть ты ходил на английский, ты его учился, да? Помимо этого ты еще постоянно был с нами на съемках. Ты еще умудрялся работать на телеканале. Здесь стоит вопрос того, что это касательно тех людей, которые говорят, у меня нет времени, я занят. Это, мне кажется, это какой-то ленивые люди. Ну, время, если ты действительно хочешь, ты найдешь на любое. Ты можешь день миллиард задач делать, если ты этого реально хочешь, и это тебе нужно. Ну, портфолио мое очень богатое, честно. Я этого не стыжусь говорить, потому что у меня там очень много проектов, когда я был и актером, когда я был и оператором, и светиком, и на канале работал, и так далее, так далее. Проектов очень много, разных, от стендапов до футбольных всяких сборных, чем мы только еще не снимали, сериалы, фильмы, короткометражки, социальные ролики, и ТВ-проекты, типа вот это все собирать. Я еще внутри выбирал проекты, которые, типа, стоит вложить, а которые не стоит. То есть настолько много их у тебя было? Типа проектов было много, которые я даже сидел, выбирал. А теперь вопрос. Как ты думаешь, повлияли ли проекты на твое поступление, то есть в твоем кейсе? Конечно. Как? Допустим, даже, допустим, я в 16 лет работал на «Голосе». Это международный проект. И, то есть, не все... Не каждый может там находиться. Не каждый там может находиться. Это я работал с дяденьками и тетеньками, которым там за 30, за 40 лет, которые работают в индустрии уже там десятилетиями. Волки. Но они волки, да. И я там такой 16-летний подросток, у которого глаза горят, такой, хожу, бегаю, типа, я на «Голосе, ребята. Но, честно, пройдя эту школу, то, что, типа, когда ты работаешь со взрослыми, когда ты вообще работаешь, ты уже не считаешься подростком, тебя считают за взрослого, у тебя такие же обязательства есть, на тебя могут так же наехать, несмотря на то, что тебе каких-то 16 лет. Вот. Ну и вообще, то, что я добился в свои 16-17 лет, я очень горжусь этим. Потому что, допустим, даже пока все мои одноклассники ходили после школы в компьютерные клубы, играли на ночевки всякие и так далее, то, что я как-то был занят, я зарабатывал деньги, я ходил на съемки и так далее, и так далее, и так далее. Был на неком самообеспечении, да? Ну, да. И еще, может, немножечко тоже следующий вопрос такой, да? Получается, ты уже поработал на телеке, поработал на площадках. Давай начнем с первого вопроса. На телеке какая у тебя была должность и с кем ты работал? Получается, я работал на 3 телепрограммах. Я работал на 3 телепрограммах и на 1 концерте. Получается, на 2 это были... 1 это был «Голос». Я работал на «Голосе» детском и на взрослом. Работал в качестве администратора по зрителям, собирал зрителей. То есть их всех собирал в одном чате. Ими всеми не то что контролировал, а как это сказать? Курировал ими всеми. То есть во сколько они должны приехать, вход и так далее, и так далее. То есть организовывал им питание, транспортировку, смотрел за ними во время мотора.
типа рассаживать их, встречать, провожать. Это все была моя работа. Допустим, мне даже говорили, типа сверху говорили, типа вот этого человека нужно, чтобы он как-то там, типа не сидел вот так вот как-то, типа, чтобы он снял очки, чтобы он не сидел в телефоне, сказать и так далее. И ты идешь и говоришь этому человеку, типа вот, типа не делайте это. Вот. И это у меня было на 2 проектах. Это «Голос» и «Жаркон Жүздесу», это тоже такие бенефис-шоу были на телеканале «Казахстан». И потом я также работал на «Егізле-Без» проект, это 2 звезды. Там я работал стар-менеджером. Это у меня уже прям такой level-up был, потому что, ну, все-таки, когда ты администратор по зрителям, ты приходишь чисто в дни съемок. Ты приходишь в дни съемок, там 3-4 часа потусовался и ушел. А уже на «Егізле-Безе» я работал на этом проекте 3-4 месяца. Я 3-4 месяца жил этим проектом. Каждый день, с утра до вечера, с утра до ночи. Съемки, репетиции и так далее, так далее, так далее. Моя должность была стар-менеджером. Я работал уже непосредственно с самими артистами. Все, звезды, артисты. Все участники, которые участвовали там. То есть можете сейчас в YouTube забить «Егізле-Без 2024», и вот все артисты, кого вы увидите, это вот я с ними работал, со мной была еще одна девочка, ее зовут Таужан, мы с ней были вдвоем чисто, у нас было 12 пар, это 24 артиста, и мы чисто вдвоем так вот работали с 24 перелет, артистами. Проживание тоже. Да, то есть мы курировали полностью их расписание, составляли их расписание в время пребывания в Астане, потому что многие из них алматинцы, перелеты, проживание, графики репетиции, там, и решали вопросы, ну, их личные вопросы иногда решали, типа, куда, допустим, когда им нужно поехать на звукозаписывающую студию, когда им нужно сходить на примерку костюмов и так далее, и так далее. То есть мы, можно так сказать, стар-менеджеры, мы соединяли со всей командой их, то есть вся информация переходила через нас. Если нас редакторы просили какую-то информацию получить от них, мы спрашивали, них запрашивали. Если нужно там какие-то от стилистов какое-то задание, мы тоже им говорим, типа, вот такое-то время вы должны приехать на примерку, такое-то время у вас запись интервью и так далее, так далее, так далее. То есть мы как мост были между артистами и всей командой, типа такого. Ну, здесь больше хочется немножко более раскрыть, то есть сказать, что ты поработал с очень большими звездами, для некоторых людей это уже недосягаемые звезды. То есть, чумень, да? Но это круто. Хорошо, ну мы поняли, что ты в кино тоже у нас здесь поработал. Теперь давай немножечко мы прыгнем в Наив. Если я не ошибаюсь, там ты тоже уже поработал на съемочной площадке. Кем? И снимал ли ты там что-то? Выходил я на один проект, студенческий проект, я там работал продюсером, снимала моя подруга, знакомая, она тоже с Казахстана. Это был ее, типа, семестровое задание, она вот снимала одно из своих заданий. Я был там продюсером, и также, ну, на своих съемках, на своих заданиях домашних я выходил как оператором, также продюсером, режиссером и так далее, и так далее. Ты сейчас учишься в Наифе, учишься на продюсера, но тебя все равно, так сказать, заставляют быть оператором, быть звукачом, режиссером. Почему? Ну, конечно. Ну, вот первый семестр у нас полностью это было, так сказать, введение в киноиндустрию. Потому что, возможно, ну, типа, не все же приходят в Нью-Йоркскую фильмоакадемию, в университет с таким бэкграундом, как я. Это я такой, можно сказать, единственный экземпляр, который работал, знаю и так далее. Многие приезжают зелеными, какими-то дилетантами, которые там один раз камеру подержали в руках и уже думают, что они там киношники, знаешь, типа. Но я не говорю, они неплохом, типа, то, что все студенты тупые и так далее. Но все равно, когда я чувствую себя намного типа. Подожди, я понял, я скажу правильнее, как ты хочешь это озвучить, как, учитывая, что я преподаватель еще, что сразу видно готового ученика, тот, кто обучался заведомо где-то. Это нормально, это видно сразу же. Почему? Потому что готовый ученик, он замечен сразу же, и с тобой работать легче. Следующий вопрос такой. Ты, естественно, там получал какую-то операторскую базу, да, отходя от нашей темы. Отличается ли эта база от наших знаний? И получил ли ты там что-то новое, типа, типа такого? И смог ли ты там удивить, может быть, мастера своего или еще кого-то своими знаниями? Ну, во-первых, да, у меня был в этом семестре типа cinematography, lighting and editing.
Это вот операторское искусство. Получается, учитель у нас был наикрутейший. Его зовут Дэвид Армстронг. Он просто крутой преподаватель. Что снял, знаешь? Он снимал все части «Пилы». О, И еще это же какие-то дипломная проекты. работа «Пила», знаешь, да? Знаешь, да? Это преддипломная или дипломная работа режиссера. Это еще, он снимал очень крутые проекты, он вообще очень крутой человек, типа, у него есть имя в киноиндустрии именно Америки, и он даже говорил, типа, если вам какой-то актер нужен, сейчас вообще без проблем позвоню, он, типа, придет сюда, типа, хоть, типа, Брэд Питт, то сейчас вот я приведу его сюда, типа, он будет у вас стоять тут, типа, не верите? Ну, так шутить, Я бы его конечно. поймал бы на зло и сказал, веди, чтобы чисто с ним сфоткаться. Он очень крутой дядька, не знаю, где-то здесь, если я вам скину, вот Появится. фото мое появится, его со мной. Но он очень крутой, честно. Он, не могу сказать то, что он научил меня многому, потому что, в принципе, в операторском искусстве я многое знал. Возможно, я научился терминам на английском, допустим, как будет вот эти, систент, понятно. Клоузапы. Наезд, клоузап, да, типа вот эти вот наезд, доли in, доли out, там, типа, и всякие вот эти, типа, как называется, оборудование и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, база у меня была уже операторская, потому что я учился в ракурсе. Да. Я ждал Но, честно, обучавшись у него, я вспомнил времена в ракурсе. Потому что учитель Дэвид, он очень классный преподаватель, он как ты. Типа, он мне напомнил тебя. Ты как он реально, я как будто оказался обратно в ракурсе, потому что мы не ходили чисто вот по плану. Вот, типа, сегодня будем учить, как собирать доли. Нет, он нам рассказывал какие-то истории, он делился, что надо делать, как не надо делать, как можно выкручиваться из ситуации, допустим. Он задавал нам определенный вопрос, задачу давал, типа, вот, как бы вы выкрутились, типа, и так далее. Типа, это не просто урок, это были беседы, советы, так же, как и у тебя. Круто. Но учитель сам очень крутой. Я могу сказать, что я научился у него собирать эти огромные доли, которые это прям рельсы, и как на них нужно ездить, как их балансировать там, и так далее, и так далее. Заметили ли твои одногруппники, что у тебя скилл завышенный? Но они же, скорее всего, как нормальные, адекватные люди, могли подумать, он выпендривается, он, наверное, понтуется. Но это не понтовался, ты просто уже с одногруппниками, честно, у меня такое немножко... у меня хорошие отношения с одногруппниками, но немножко во время работы у нас такое недопонимание. Потому что, все-таки Америка — это такая свободная страна, которая, типа, ты делаешь как хочешь, как ты видишь, хоть даже это говно полное, ты делаешь это как ты видишь. А я привык делать все правильно, делать все, так сказать, по инструкции. Но иногда бывает наоборот. Где-то, допустим, я знаю вот эти вот лайфхаки иногда в киноиндустрии, когда можно как-то быстрее ускорить процесс, что-то сделать быстрее. На опережение. Да. А для них, типа, они иногда слишком медленные. Типа, я такой делаю. Допустим, в основных, наших съемках, когда мы практиковались, я делал основную работу. Я выстраивал камеру, потому что у меня это быстрее всех получалось, пока там остальные будут стоять, это отвертка, болт, это так вот стоять, закручивать, я там уже и... Монеткой. Да, там не монеткой, а этим мультитулом. Не, ты же знаешь, что это можно сделать монеткой. Типа, я знаю, что это можно сделать монеткой. Они там пока ищут, мультитул мне нужен. Я вот достал монетку и вот закрутил быстренько. Камеру включил, отформатировал, этот штатив, трипод, как он называется? Все правильно, штатив, трипод. Да, поднял, все зафиксировал, и все, вот, камера готова, меньше 5 минут, типа. Они потом пока... вот так вот будут ходить. И немножко я чувствовал то, что я больше не знаю. Допустим, даже на уроках операторского мастерства я ассистировал преподавателю. Преподу, вау. Да, типа... И он почувствовал эту силу ассистента. Он даже мне сказал, я у него... Он сказал... Я ему зачем-то скидывал свое резюме.
Я у него попросил какую-то, может, есть какая-то подработка. Не то, что подработка, просто практика. Я хотел, ну, я в Казахстане... Попрактиковаться, Да, конечно. в Казахстане я уже проработал в киноиндустрии. Я хочу посмотреть, как именно профессиональная киноиндустрия в Америке. Просто выйти ассистентом ассистента, бесплатно, куда-то, лишь бы... Ну, еще такой график. Увидеть американскую да. площадку, назовем так, заграничную. График у меня еще был такой, типа, свободный достаточно. Подожди, а вопрос сразу же, ремарка, да? А тебе вообще можно работать, будучи обучающим там? Вообще, мне нельзя зарабатывать деньги, находясь по студенческой визе в США. Вообще То есть запрещено? Я не могу работать, Ужас. запрещено. А как ты, допустим, на свои какие-то... То есть получается, вуз заставляет тебя только учиться, он запрещает, это был... Ну, да. типа, подожди, тут же конфликт интересов. Ты это... же идешь на кино... продюсером, типа тебе же нужна практика, но ты же должен видеть изнутри практику работу. ты получаешь в университете. Они то есть предоставляют, да? Отсюда ремарка, да? То есть ты говоришь преподавателю, можно ли тебе попасть на практику. Просто практику. Увидеть оплачиваемое, неоплачиваемое, все равно. Мы в ракурсе называем это понюхать площадку. Да, понюхать площадку, посмотреть, быть просто, там чай, кофе, крафтом быть просто, чай, кофе поносить, просто ассистентом ассистента, за кофе сбегать и так далее. И он попросил меня скинуть резюме, я ему скинул, и на следующий день на паре он мне говорит: я прочитал твое резюме, я был очень удивлен тобой, потому что ты добился того, 18 лет, чего я добился только в свои 40 с чем-то, типа. И он же на американском сказал, вот так, да, удивлен. Типа, ну, да, он сказал, типа, ну, круто, очень круто. Типа. Ну, блин, это довольно-таки классно и похвалительно. Хорошо, отсюда тогда, Азаматик, тебе следующий вопрос. То есть, будучи ты уже учишься в ВУЗе, ты уже обучился, естественно, немножко понтанулся перед своими ребятами, что ты что-то знаешь, и ты снял, если не ошибаюсь, уже какую-то работу свою. Я ее, кстати, видел. Да. Она неплохая. Видно Америка. Как мы до этого общались с моим одним учеником Жаном, он мне сказал, солнце светит не всем одинаково. Я сначала в это не поверил, думал, солнце у нас же везде. Но планета же круглая. И все-таки, видимо, вот часть определенной Америки, где вы обучаетесь, если не ошибаюсь. Лос-Анджелес. Видимо, Лос-Анджелес, он расположен под определенным углом. И там солнце реально светит по-другому. И там закаты, солнце, а там прям киношно хочется брать камеру снимать. Закаты не прям такие киношные, все-таки не как астанинские закаты, но долгие, да. Закат может длиться 30 минут где-то. Вот, у нас нет. Вот, отсюда следует вопрос. Ты вот уже поснимал на площадке, снял. Расскажи вообще, как вообще устроены съемки, давай назовем с точки зрения продюсирования в Америке. Как они устроены и что вы там делаете? Ну вот, допустим, я вот выходил к подруге, к продюсеру, я занимался документацией. Чтобы снять что-то в Америке, ой, господи, тебе нужно миллион разрешений, ты должен оповестить всех. Допустим, мы снимали в квартире. Во-первых, давайте начнем с того, ты должен взять разрешение с университета. Ты берешь расписку. Не расписку, ты берешь официальную бумагу с печатью университета. Вот я такой-то, такой-то, продюсер у такого-то, 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 проект называется вот так вот и так далее. Ты берешь эту бумажку, и затем есть сайт. Я живу в городе Бурбанк, университет находится в городе Бурбанк. Там сайт называется «Фильм Бурбанк», что-то такое. И ты туда пишешь, типа, вот, я собираюсь снимать, типа, там, вот такого-то числа, вот с такого-то времени, с такого-то, локация, адрес, где ты будешь снимать. Пишешь студенческий фильм, загружаешь вот этот документ, пишешь, сколько человек у тебя будет в команде, где будет гримерка, где будет парковка, там и так далее, какое оборудование вы будете использовать, будете ли вы использовать свечки, есть ли в комнате пожарная сигнализация и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты пишешь все. Типа, что вы будете использовать? Там ты пишешь даже маленький вот этот синопсис, типа, про что это. Тритмент называется. Ну, там написано синопсис. Типа, ты пишешь синопсис какой-то там, типа, маленький. И это чтобы, допустим, снять сцену одну в комнате. Да. И за это тебе еще нужно оплатить. Каждую локацию ты должен, загрузить, во-первых, потом тебе должны одобрить, и ты должен за каждую еще оплачивать. Ты должен оповещать. Ты загружаешь, и они оповещают полицию, пожарную часть. Насчет медицинской части я не уверен. Скорее всего, тоже. Скорее всего, тоже. Когда ты снимаешь что-то, ты еще обязательно должен, брать медстраховку.
типа страховку на команду, на актеров, вдруг что случится. Потому что, ну, все знают то, что за границей медицины, вообще лечение стоит просто каких-то бешеных денег, и страховка это покроет тебе. Но, ну, мы студенты, у нас не так много денег, и так что, типа... Там какие-то скидки, наверное, предусмотрены, да, студентам? Ну, типа дешевле, конечно. Но вот, допустим, снять вот студенческий проект, ну, типа, там ты даже если ты студент, ты должен создать условия. Вот, только я хотел к этому подойти. Ты обязательно должен создавать условия для команды. Это вот вечно, ну, это крафт. Кстати, крафт у нас, это же у нас сэндвичи, бутерброды. Там крафт — это фрукты и чипсы. Шоколадки, вода, газировки и так далее. А вопрос транспортировки на площадку, с площадки, кто берет на себя расходы? Актерам... ну, обычно оплачиваются актерам. Ну, если у человека... Если это актер. Если у актера есть машина, то он ей приезжает сам. Ну, или как-то договариваемся. И так же самое у команды. Если у команды... Ну, типа, если... Обычно, если человек запрашивает такси, то мы должны оплатить его такси. Ну, типа, ну там типа если честные он не все. запрашивает, то типа, ну окей. Все честные типа там, Ну, да? да. Мы его всегда запрашивали такси. Хорошо, отсюда подытожим, да? То есть получается, чтобы нам снять, это нужно обязательно заранее подготовиться. Готовиться обязательно заранее, да, нужно. Сколько? Месяц? Ну, просто прикинь, все локации ты должен знать за месяц. Ну, ты да. как продюсер, ты же должен подать документы, вот все вот в эти инстанции, и они же должны еще одобрить, ты еще должен оплатить. А вопрос, за что мы платим? Если мы живем в Америке, допустим. Ты платишь за то, что ты снимаешь. А при чем здесь полиция, скорая, пожарники? Ну, если что-то случится, то они должны знать. Они должны знать все, что происходит в Америке. Ну, типа... В их городе, короче, да? Да. Я Типа, здесь шериф, вечно я да. должен знать, что здесь происходит. Кстати, вот если вы еще снимаете в квартире, то это не как прокатит у нас просто снял квартиру, Да, хату снял, сняли, там, зашли, типа, да, у нас так. Ты должен оповестить типа КСК, этот... Главного по подъезду. Ну, короче, должен оповестить КСК, это вот офис у них есть, лизинг-офис называется, это вот офис, там, где сидят, можно купить квартиру, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ты идешь, оповещаешь их, они должны тебе дать добро. А потом, если ты снимаешь после 10, то ты уже должен оповестить всех соседей рядом стоящих, рядом квартиры. Ты должен оповестить вот сверху, снизу, по сторонам, все. Да, там вот такая пирамидка. И они тоже должны дать добро. Если даже один не даст, то все, твои съемки кирдык тебе. Ё-моё, у нас нет. У нас мы у нас просто... вот так вот уже, там уже до полиции практически у нас доходит, типа, и мы все как-то... Да, мы сняли хату, зашли, сняли, и все. А допустим, нет, было ли у тебя уже такое, может быть, друзья, или ты слышал, когда не делали данных документов и пошли снимать без них? Что тогда будет? Ну, честно, я не сталкивался с таким, но я слышал то, что, ну, вообще, любое взаимодействие с камерой, с профессиональной камерой в городе, тебе нужно разрешение на съемку локации. Допустим, в будущем человек увидит свою машину и он может сказать: я не разрешал свою машину снимать, там мой номер стоит, или я там прошел. Типа, я не давал свое разрешение, чтобы меня где-то снимали. Типа, чтобы снимать что-то, у тебя должно быть разрешение на все. Типа, на локацию, то, чтобы ты снял этот кусочек здания, у тебя должно быть разрешение на все. Без разрешения ты там ничего не снимешь. Потому что если полиция придет, или даже просто человек может прийти к тебе и сказать: у вас есть разрешение? И ты скажешь: нет, типа, все, они полицию вызывают. Ужас, ужас. А был ли у тебя уже опыт общения с полицией? Пока что, слава ну, типа, богу, просто, нет. я не Нет. говорю, что это у тебя какие-то незаконные действия, а просто там коп проходил, и ты с ним пообщался, и он такой приветливый, да, все Ну, типа, хорошо. если считается, ну, как копы, это же, типа, в этом паспортном контроле. И как они, приветливые? Ну, смотря как. Ну, смотря где, в какой ситуации. Если просто на улице встретил, они, конечно, там в Starbucks зайдешь, они там стоят, просто ждут свой кофе с пончиком. Это, кстати, правда, они очень любят пончики, потому что они очень любят сладкое. В любую кафешку зайдешь, там всегда будет один полицейский, который будет ждать свой пончик или какой-нибудь круассан с шоколадом. Ну, очень прикольно. Ну, а теперь давай поговорим немножко о самом вообще обучении в Найфе. То есть мы понимаем, да, что ты... Найф можешь называть его так? Найфа, да.
Найф, да? Само обучение Найфа, что ты сейчас там учишься в ВУЗе, вообще поделись еще побольше, да? Допустим, сколько у вас какая там есть техника, сколько там есть павильонов, может быть, как-то мастер присутствует у вас на световом рисунке. Но пока поговорим про операторское мастерство, потому что пока, как я знаю, ты обучался конкретно ему. Конкретно продюсирование пока тебе не давали, да? Типа, Только бюджетирование. Как? Бюджетирование. То есть как распределять правильно бюджет. То есть, давайте кратко расскажу. То есть мы целый семестр занимались тем. В начале семестра нам дали скрипт фильма, который состоит там из, нормальных страниц. Целый скрипт полнометражного скрипт? фильма. Сценарий. Сценарий. Типа там где-то интерьер, дом Джаспера. Локация, да. Типа и там вот это написано. И ты должен прочитать. Мы читали его, целый скрипт. Это там было 200 с чем-то страниц. Мы должны были понять суть. И мы должны были прочитать за неделю, кстати. Мы должны были понять суть. Потом мы должны были расписать каждую сцену. Мы должны были расписать каждую сцену. Продюсер должен расписать каждую сцену. Мы должны прочитать, расписать. Вот, допустим, локация такая-то, актер такой, реквизит такой. Допустим, локация, у тебя кафе. И ты понимаешь же, кафе. У тебя же не будет пустое кафе. Хорошо, я тебя понял. Подожди, это сразу ремарка, да? То есть ты говоришь про то, что ты читаешь сценарий, уже готовый от оператора, режиссера, то есть он уже максимально утвержден. Или он еще сырой? Как ты можешь знать, какой актер будет там сниматься? Или ты предполагаешь? Или там уже у тебя сценарий описан, условно, там, Брэд Питт? Нет, когда ты делаешь schedule, вообще в Америке скриптом занимается продюсер обычно. Продюсеру приходит идея, и он, говорит, и он, допустим, пишет первый драфт, первый вариант скрипта, и потом дает уже, допустим, идет Warner Brothers, говорит, у меня есть такая-то идея, смотрите, вот скрипт мой, он еще сырой вариант, просто идею, посмотрите, как вам. Планирую бюджет примерно, такой. То есть, получается, там продюсер, он и режиссер, он и оператор, он все знает. Он должен, продюсер должен знать все. То есть, прикинь, ты все то, что ты сейчас называешь, ты называешь работу оператора, ты называешь работу режиссера, админа, локейшена, и еще и художника-постановщика. Продюсер должен знать все. И сколько лет ты будешь учиться? 3 года. И за 3 года ты должен познать это все? Да. Что-то прямо из грани фантастики, учитывая, что там в школьном образовании нет кино, да, киноискусства как такового. Какая-нибудь школьная программа, какой-то колледж может, у них же после колледжа, да, идут, какой-то колледж, который дает тебе там тоже киношное образование, продюсирование. То есть то, что ты сейчас называешь, да, это, опять же, назовем то, что у тебя есть кейс наших работ, да, определенно, где ты был, ты понимаешь, на что нужно обратить внимание. Опять же, я думаю, ты на этом скрипе тоже проявил себя, что ты уже учел, наверное, многие моменты, когда шло продюсирование. Конечно. Ты же понимаешь, допустим, у тебя локация, это кафе. Ты же не понимаешь, что, у тебя же не будет пустое кафе. Тебе нужна еда, тарелки, там, не знаю, сиденья, салфеточки и так далее. Массовка, отключить кофемашину, которая... Да, тебе нужна массовка, ты сам в голове придумаешь, сколько массовки тебе нужно на этой сцене. Ну подожди, хорошо. Этот сценарий, который тебе дают, это сценарий уже написанный режиссером, готовый? Да, готов. Это был, который нам дали, это был уже готовый, с которого сняли фильм уже. Просто я не советую, а мне интересно у тебя узнать, да, в будущем, поинтересуйся. То есть то, что ты сейчас говоришь, то есть ты в будущем должен этим всем заниматься сам, или же тебя находит режиссер уже с готовым проектом, то есть он уже оператор поработал, режиссер поработал, художник поработал, ты уже читаешь, и ты видишь их пожелания, и уже учитывая их пожелания, ты выводишь свой какой-то Всегда по-разному. скрипт. Всегда по-разному. Может быть, есть какая-то у них система, понимаешь? Что я бы хотел сильно, чтобы ты эту систему, будучи, естественно, зачем ты учишься в Найфе, чтобы ты все привез к нам. Но если не привезешь, окей, я буду горд, что ты останешься в Найфе, конечно. Знаешь, я слышал разные кейсы, когда, режиссер ищет продюсера, режиссер, он спичет какой-то компании свой проект, или продюсер спичет, и потом будет искать себе режиссера, или оператора, там ему пришла какая-то идея, и он, говорит, я хочу снять вот такое, и потом будет искать режиссера и продюсера. Это все всегда по-разному. Может, какой-то там скринрайтер, как это будет на русском? Скринрайтер.
сценарист, да, спасибо, Джану. Тоже учит английский, да. кстати, будет поступать. Сценарист, допустим, какой-то сценарист скажет, мне нужен режиссер, оператор, и вот, типа, Круто. всегда по-разному. Хорошо. Ты начал читать сценарий, выводишь свои определенные какие-то ремарки, учитывая продюсирование. Каждую сцену ты расписываешь до мелочей. То есть там 200 страниц, и ты их все расписываешь. Да, 200 страниц, там миллиард сцен, ты это все расписываешь. Пишешь день первый, день второй. Типа, ты там еще там, ты этот скрипт, и целая страница, это 8 делений. И ты должен по специальной линейке мерить, сколько у тебя вот эта сцена делений. Типа из 6 из 8, допустим. Потому что там в день нельзя снимать больше, чем 3 страницы. 3 минуты, это классика, 2-3 минуты. Вот. Это критерий американского кино. Там это очень строго смотрится. Это Это не как у нас 12-часовой смены, и там миллиард у тебя вот этих сцен, которые... И ты еще там всю ночь будешь отрабатывать их. Да. Там нет такого. А кто следит за этим? Продюсер, потому что человек даже в команду не выйдет. После 12 часов он должен уже уйти. То есть ты хочешь сказать, что продюсеры, которые находятся в Америке, да, в Найфе, на кого ты учишься ты, они отстаивают права человека, который съемочный. Да, там даже не продюсер, там актер, если он останется на минуту позже 12 часов, ты либо будешь платить ему в 2 раза больше, либо он скажет, я ушел, пока в этом проекте больше у вас Шалопаев не буду сниматься, типа. Вау. Там это все смотрится... Даже на студенческом. Даже на студенческом. Ты должен давать все условия, как на профессиональной площадке. Правила созданы, чтобы их соблюдать. Только я думал, нарушать, я думал, ты сейчас скажешь. Это не как у нас, типа, смена должна длиться не больше 12 часов, и мы там снимаем... 24? И мы там снимаем 20-24 часов на площадке, уже все убитые ходим. Типа, так не пойдет там. Ну, блин, я очень сильно хотел бы, чтобы ты привел эту культуру съемочки кино к нам в Казахстан, чтобы это все изменилось. У нас был сериал, нас снимали на 3 камеры, у нас выработка в день была почти 18 минут. Вот. Это очень много. И это, конечно же, влияло на качество. Неделю не больше 5 рабочих дней. Суббота, воскресенье, всегда выходной. Стабильно. Даже в кино, даже в киноиндустрии. Суббота, воскресенье, типа как нас учили. Ну, есть еще разные продюсеры. Есть разные продюсеры. Есть, которые... по-любому есть, конечно, по-любому есть. Ну, допустим, вот даже у нас брали пример учитель продюсера, как вообще не стоит делать. Получается, где-то в Америке тоже ребята решили снять фильм, то ли какой-то проект короткометражный, и у них не было, они решили снять на вот этом проезжей части поезда, мост такой. У них не было разрешения, они не дали разрешения. Не дали разрешения, но не но они все равно пошли и сняли там. И во время съемок начал приезжать поезд, и там, короче, одна девушка решила спасти камеру и пошла, ну, типа, они вот снимали прям на рельсах, там кровать, они там кровать установили, там что-то прям сняли, и во время съемок они услышали поезд, и они, короче, часть успела, и вот одна девушка, которая была вроде бы оператором или человеком, механиком камеры, которая была механиком камеры, молодая девушка, она осталась под поездом, потому что она решила спасти камеру. Умерла, что ли? Да. Вот, и потом там муж и жена, и тот режиссер и продюсер, их потом посадили. Вот. Ужас. Сказки конец. Так что всегда, пожалуйста, следуйте правилам. Ну да, все правила касательно авиации и киноискусства, они написаны кровью. Это не просто так это все написано, но многие люди это игнорируют, и потом, естественно, случаются беды. Это, как говорится, нас пронесет. Ну, понятно. Здесь понятно, как ты работал с точки зрения продюсирования, а с точки зрения вообще съемок, которых ты снимал. Что тебя удивило, когда ты приехал в Найф, там, да, и с точки зрения съемок, сколько там павильонов, сколько камер, на что снимают ребята? Камеры у нас, оборудование просто немеренное количество. Бери сколько хочешь. Оборудование обычно там, ну, как я увидел, они не используют электрическое оборудование, используют лампочкой. Это вот 300-ки, 650-ки, 850-ки. Киловаттники, ты же. Да, там киловаттники тоже есть. Они больше киловатт не дадут, потому что там доступ нужен. Ну, электрик. Да.
А потом все эти стенды, журавли, чайноболы. И так Камеры далее. какие? Камеры Sony FX5, Sony FX6. Алексы были? Может быть, есть. А линзы какие? Типа, линзы, базовые. С камерой тебе дают вот тебе дают такой чемоданчик, там внутри камера, монитор, потом вот эта штучка для света. Экспонометр. Это Это классно. Мы таким не пользуемся в Казахстане, мы учились без такого. В Казахстане не пользуются экспонометром, потому что он очень дорогой, его найти очень сложно. Такой экспонометр от $1500 до $2000 стоит, и тратить деньги на какую-то штуку, которая замеряет свет, для нас... Честно, это для меня лишние движения, так что я там на глаз быстро-быстро делал. Тут... Это, конечно, очень помогает, делает тебе легче жизнь, но... Тогда ты так не научишься выстраивать камеру и не узнаешь, что такое. Нет, здесь смотри, какая ситуация. Ты смотрел в экспонометр или в колометр. Есть специальный колометр, который меряет цвет. То есть ты замеряешь, смотришь, и он тебе говорит, он не белый, он типа немножко сиреневым отдает или зеленым. И ты уже одеваешь фильтра, которые тебе необходимы, чтобы по балансу. Это вот была такая штучка, которую ты вот так вот перед носом человека делаешь. Это, и там типа ISO тебе выводит, сколько тебе нужно поставить, сколько нужно поставить вот это вот F. Диафрагму там и так далее, и так далее, и так далее. Ну да, это так и сделано, но это очень удобно. Почему? Потому что удобно контролировать контраст на протяжении всего фильма. Это, я думаю, это следующий ранг, как говорится, если ты не оператор, тебе надо это знать, но не углубляться. Почему? Потому что там очень сложная наука в нем, с ним работать это очень сложно. А много ли там павильонов? Павильонов? Ты мне говорил, там целые города построены. Нет, это, господи, я обожаю свой университет, потому что они сотрудничают с Universal Studios, и у нас практика проходит в 2 локациях, как обычно. Это Гриффит парк. Парк Гриффит — это просто наикрутейший, наикрасивейший парк. Вот работу, которую ты видел, это вот было снято в том парке. Да ладно. Это был парк. Это просто Я думал, это жилое пространство какое-то. Это огромнейший, это просто огромный парк, очень красивый, очень антуражный, с красивыми деревьями, с красивыми газоном и так далее. Но это парк для прогулки, и типа Knife, они сотрудничают с администрацией, типа, и они берут в аренду. Также они сотрудничают с Universal Studios. Мы снимали, у нас была практика в Universal Studios Backlot. Это вот такой городок павильонами, там, где снимают там есть павильоны уличные, которые эти картонки дома построили, и обычный павильон студии. Там студии есть, там, где снимают голос. Это действующие студии там. Также там снимали очень много фильмов. Там культовые вот эти домики стоят из фильмов всяких, очень много. Типа, все проекты Universal снимали там. Типа, эти вот домики красивые стоят, там, типа, вот эти вот... Ковбой, перестрелки. Ковбой, перестрелка, как это называется, жанр фильмов? Вестерн. Да, Найфа снимает в аренду вестерн. Деревню такую, вот это такой длинный тоже. Тут дома, тут дома, тут дома, тут прям лавочки, все так красиво. И мы снимали там, и это типа, это, блин, так... Заряжает. Конечно, это очень заряжает. Ты вот представляешь, что тут снимали, тут по этой земле ходил какой-нибудь Джонни Депп, и там Стивен Спилберг ходил там своим сценариями и типа снимал тут, это прям у тебя в голове такой прям сдвиг парадигмы бывает, знаешь. А вот вопрос, замечал ли ты это за своими одногруппниками, понимали ли они, куда они приехали, или для них конечно. Типа, просто павильон? Конечно, не понимают, куда они приехали. Не, почему я тебя это спрашиваю? Потому что, опять же, учитывая твой кейс, твой кейс знаний, ты пришел в эту профессию осознанно. То есть ты какой-то прошел у нас кейс, фидбэк, и ты приходишь, и ты понимаешь, какие возможности здесь. Просто в твоем разумном понимании там снять квартиру или там снять на 1 этаже и кучу тонну света, это же разные вещи вообще. К этому нужно приходить морально. Да.
Ну, для них, конечно, они сейчас попали в лучший мир. Типа, ну, мои одногруппники, они в основном, в принципе, не работали в индустрии, и они пришли, типа, у них все самое лучшее, все самое крутое, типа, они еще не работали в суровой вот этой вот В суровой зиме. суровой зиме, там, где нет оборудования, у тебя вот это, типа... И, в принципе, пришли, может, так на все готовое. Вот тебе от оборудования, держи. Вот привезли тебя на вот Universal Backlot, снимай, твори. Да, типа... Ну, отлично. Ну, ни в коем случае мы не хотим никого обидеть из Да, твоих это не... одногруппников. Но они все равно не поймут, они не видят Нет, это. ну, может быть, всё даже если равно, когда-то да. увидят, может, какие-то в псевдопереводах или везде, это мы Да, никого сейчас, не вот эти вот, хотим. сейчас появилась вот эта Алиса, которая в Яндексе переводит моментально. Это же просто страшно. Это же сейчас вот этот искусственный интеллект. Вот это этот же вот щас- ваш, да? Вот этот ваш искусственный интеллект, это сейчас вообще это настолько сейчас все развито, то, что ты можешь... Чё угодно творить. Что угодно делать, реально. Ну, потрясающе. Ну, к завершению еще один вопрос я тебе задам. Касательно того, что, если я не ошибаюсь, ты же собрал определенный кейс, и кейс этот тебе помог чем при поступлении в ВУЗ? Я слышал, что он тебе дал немножко скидочку. Я получил скидку в Нью-Йорк, ну, в Найфе. Определенную, да? Я получил скидку talent-based на талант и need-based, это вот нуждающийся. Типа, ну, в Казахстане мы все входим в... Не, а почему бы и нет, понимаешь, Ну ты, да. если государство может, которое там нуждающимся дать, и ты еще и талант, учитывая да. того, что ты сделал этот же кейс благодаря, не благодаря нам, а вместе с нами. Ну да, конечно. Ну, типа, эти деньги, которые я сэкономил, типа, ну, лишними не было, не лишние. Да, Они это не уже- лишние, вообще не лишние. Это типа. я за это только за, когда есть какая-то экономия. Да. Это же очень хорошо. Чему тебе будет Конечно, не учитель? грант, но почему, ну, в принципе, Почему бы и нет, неплохо, когда да. да. Ладно, спасибо тебе большое, что ты к нам заглянул. Как говорят казахи, Алаш-Са, в ближайший год мы с тобой снова сядем на подкаст и пообщаемся. Да. Я буду надеяться, что ты уже приедешь с кейсом каким-то, уже попродюсируешь. Аминь, Может аминь. быть. А я так и не понял. Подожди, ты побывал у своего мастера на площадке или нет? Он не взял тебя, потому что ты Он, студент? ну, нет, не то, что он не взял меня, он вообще не работает сейчас уже в киноиндустрии. Ну, у он него сейчас же есть просто- друзья, У знакомые, него которые есть могут тебя взять. друзья, но с мной так никто не связался, так что я еще... Порш, свяжитесь со мной. Я еще жду ответа от них. Ну, сейчас, я буду искать любыми способами, как Нет, ты бы найдешь. проработать. Я думаю, да, наш, я не знаю, как правильно назвать, азиатский, можно назвать менталитет? Конечно, Он везде, мы везде залезем, мы везде пройдем. конечно. Они, Нет, наверное, там не пугаются. азиатский, наш казахский менталитет. Казахский менталитет. Это вот мы войдем В закрытые двери. Да, в закрытые двери, без проблем вот так вот. Ну, это хорошо. Ну, еще раз спасибо тебе большое, что Спасибо заглянул. большое. Мы с тобой еще раз Да. увидимся. Я очень сильно надеюсь на то, что ты вернешься в Казахстан. Ты в Казахстане у нас привезешь все те знания, которые у тебя есть. Спасибо. И будем говорить, Да. мы знаем его. Да. Мы Да. вместе с ним когда-то двигались, Да. потому что если ты привезешь вот эту ценность подготовки, то есть представляешь, да, подытожим, да, чтобы снять фильм, продюсер пишет во все инстанции и оповещает о том, что он будет снимать. То есть на государственном уровне идет поддержка кинематографии. Это же просто уму непостижимо. У нас кидает каждый третий нас. Вы киношники? Да вас кинуть же можно. А если ты такую ценность привезешь, я думаю, это будет очень колоссально и очень круто. Спасибо Спасибо большое. тебе большое, Занатик. Да, вообще спасибо большое, то, что пригласили меня. Ну. Мне очень приятно, потому что реально ракурс в отдельном моем сердце. Мне очень помогло в росте вообще. Ну, вообще, В определении. в моем росте как человека и как персоны в индустрии. Реально, то, что ракурс открыл двери, распахнул двери в киноиндустрию. Я тебе привел приоткрою меня. немножко тебе наши, Да. как они сказать, взгляды. Да. Мы, когда ты ходил к нам, с первых дней сразу сказали: Азамат — это продюсер. Все отнекивали: да нет. То, как ты вообще находился на площадке, то, как ты себя вел. Я ставил тебя за камеру, видел, как ты себя ведешь неплохо, но в один голос, включая меня и еще одного директора Мурата, все говорили: Азамат — это продюсер. И так и случилось. Саша хотел сделать меня фэшн-фотографом. Не забываем это, ребята. Да, ну это ни в коем случае не исключение. Возможно, ты им станешь. Я рос как фэшн-фотограф здесь, если что. Вот. Но главное, Ну, что ты пришел да. в продюсирование. Да, Это я самое пришел в важное. Ты это. пришел туда, куда, в принципе,
там, где мы тебя видели. Да. Спасибо Это большое. очень круто. Спасибо, что пригласили. Спасибо, мне Всё. очень было приятно. Надеюсь, еще увидим. Мне очень приятно, реально, то, что вы меня Надеюсь, там еще твоя пригласили. подруга скоро придет, сядет сюда. Скоро приедет Зарина с Да. Нью-Йорка. Я с Лос-Анджелеса, она с Нью-Йорка. И мы пообщаемся. надеюсь, она вам тоже расскажет очень много интересного. Нет, и вообще это разные будет в следующем стили, вообще выпуске. разные. Забегая вперед, учитывая, как ты говоришь, какое у тебя образование, да, то есть тебе практика там, то у нее же, вот как она любила в нишу, все по тетрадке. Да. Она еще ничего не сняла, она мне говорит. Она уже отучилась месяц, сколько? Ну, 4 семестр, месяца, да? да. Я ничего не сняла. Ну, Найф, это же, видишь, это такой университет практика. Типа ты с Ну, первого, это ты же с первого дня кино, принимаешь. это же кино. Вот и разница, когда это просто университет, там есть факультет кинематографии. Она же узконаправлена же. Да? У нее же, она же оператор DP же она. Она же DP? Ну, у нее филммейкинг. Нет, она оператором выходит. Да? Но она типа, она узконаправленно должна быть. Не, мне сказали, что она учит сейчас свет. Типа Да? прям угол падения света и так далее. Ну, я что-то смотрел, она там, да, что-то. Ну, у нас, конечно, не так углублено, типа, вот, ассистент, смотри, ставь, вот так вот ставишь, типа, и все. Не, ну ты, Мрза, продюсер, с тобой сразу нужна вы и по фамилии. Все, Азаматик, давай будем закругляться. Спасибо тебе большое. тебе надо бежать, ты сейчас у нас занятой нынче. Спасибо, Он нашел вот это вот окошечко в своем графике, он с Борового прилетел, сейчас у него дальше дела. Да, спасибо Все, большое. давай. Спасибо большое Давай, за беги. приглашение.